Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на май 2024 года. Ну что, мои дорогие, красивые, яркие и интересные. Наступает момент, когда все-таки необходимо будет разбираться со старым, разбираться с тем, что было отложено в долгий ящик. В начале мая разворачивается Плутон, который еще катится по знаку Водолея, а значит, он делает прямую оппозицию в ваших транзитных картах, по крайней мере, у тех львов, кто родился в начале львовского периода, первые 5 денечков. Да, дорогие львы, у вас такой момент, когда у вас будет переоценка ценностей, внутреннее ощущение, кто вы, куда вы хотите прийти, чего вы хотите заслужить и заработать в этой жизни, чего вы достойны и что не дает вам этого достичь. Я надеюсь, вы не будете копаться в ролевых моделях, в ролевых играх, как сейчас это принято модно. У меня нет бизнеса и все плохо, потому что у меня плохие отношения с отцом. Не надо вот этого делать, да? Пообщайтесь с папой, настройте с ним хорошие отношения, пусть они будут у вас яркими и интересными, и уберите гордыню, потому что знаете, что если у вас чего-то нет, значит вы где-то немножко загордились, не хотите вот это понимать, осознавать. Сложно льву иногда посмотреть такими простыми, незаинтересованными глазами на свою жизнь. Ребят, понимаю, что эмоционально заинтересованы. И здесь, конечно же, такой момент, что подходите к сложным моментам в своей жизни, как ребенок. То есть начинайте в них просто разбираться, не глядя со стороны, как это смотрится, как это будет выглядеть, а что скажут. Ребят, не надо бояться осуждения, оно всегда будет, оно всегда было, оно всегда есть. Но, ребят, пора начинать действовать, потому что если вы не использовали эту весну для того, чтобы как-то что-то начать, что-то делать, внедрять, рисковать, как-то вот, сейчас модно говорить, проявляться, да, то есть в основном это касается, конечно же, работы, потому что работа — это ваша такая большая страсть, большая такая эмоция, энергия, тогда, конечно же, тогда будете разбираться, почему у вас не получается, не получилось сделать работу над ошибками, это неплохо на самом деле. Делайте, разбирайтесь, понимаете, где как раз-таки та самая загвоздка, благодаря которой вы не можете идти вперед. Разберитесь в своих ошибках и идите дальше. Прекрасное для этого время будет еще для вас май и, я бы так сказала, июль. Вот, поэтому, да, до самого дня рождения вы будете, я бы так сказала, это смотреть, с этим разбираться. Конечно же, у всех в натальной карте свои персональные транзиты. Я сейчас говорила про тех львов, кто родился там первые 5 дней львовского периода, да. У всех остальных есть еще другие свои персональные транзиты. Понимаете, что на планете 700-800 миллионов львов, у всех одинаково быть точно не может, ребят, да? Все разных возрастов, разного воспитания, разного уровня образования и вообще, в принципе, понимания жизни. Поэтому здесь, конечно же, каждый опирается на свой внутренний опыт, и кто-то быстро сделает свою работу над ошибками, да, у кого на самом деле еще в натальной карте очень сильный Плутон, и если вы с ним работаете, и вы понимаете, что если что-то где-то вы сделали не так, вы берете это, исправляете и делаете быстро, да, то есть у вас нет никаких там внутренних терзаний душевных, что вы где-то оступились и где-то пошли не туда, вы просто начинаете делать как и надо, и все. Да, это сложно, но это как раз-таки та самая внутренняя сила. Для львов сложно признать свою ошибку. Это такая большая проблема львов, почему они стоят на месте, да? Но кто признает, это такая большая внутренняя сила, и иметь право сказать себе, что я не прав, я ошибался, и пойти куда надо. Поэтому, ребят, здесь такая вот история для вас, которая она очень важна, она очень нужна. Поэтому не пренебрегайте ею, идите куда вам
хочется и нравится, потому что все-таки кармические узлы сейчас делают по вашим знакам, как раз-таки трины секстили проходят и доходят как раз-таки эти полгода, и будет у вас все хорошо, вы благоприятно, то есть пройдете этот период, и для вас, конечно же, этот момент, он будет такой, я бы сказала, очень полезно покопаться в себе, таким заняться. Но еще раз говорю, сейчас очень все много увлекаются вот этим самокопанием, поэтому здесь, пожалуйста, не уходите в дебри психологии очень далеко, просто здесь надо быстро вот так вот. Сел, посмотрел, вы все-таки знак огня, вы шустрый, вы активный, вы быстрый, поэтому принимайте решения и действуйте. Активный месяц для работы. Май, он дает как раз-таки ту энергию, где можно работать неторопливо. Вы хоть и огненный знак, но любите работать все-таки размеренно, работать красиво, чтобы вас никто не подгонял. И вот эта вот тельцовская энергия как раз-таки в мае вам это и даст, для того, чтобы вы работали, для того, чтобы вы поняли. Итак, первая неделя, я надеюсь, вы соедините у себя в голове в момент разворота Плутона. У нас разворачивается Плутон буквально первую неделю мая, и здесь, конечно же, энергия будет вот здесь. Я надеюсь, что до вас просто дошло, вы такие, вау, все понятно, и идем работаем. Да? Не ругайтесь, не спорьте с близкими, с любимыми, с коллегами по работе, потому что все-таки в момент остановки Плутона он еще будет в квадратуре с Венерой. И здесь можно, естественно, и прибыль упустить, и поругаться с коллегами, в том числе, и даже не с коллегами, а с любимыми. Поэтому здесь будьте аккуратны, пожалуйста, да, что вы говорите, что вы делаете, что вы думаете, потому что это будет на вас очень сильно влиять. 8 мая у нас новолуние, новый лунный цикл, естественно, в Тельце. Прекрасная энергия для того, чтобы работать, для того, чтобы действовать. Захочется работать по графику, продуктивно, четко. Еще это вторая неделя мая прекрасная для работы, несмотря на то, что где-то выходные, да, хорошее время для работы, и здесь вплоть до 15 мая внедряйте, ездите, путешествуйте. В принципе, можно точно так же отдохнуть, если хочется, если устали, но все-таки прекрасное время для работы, для реализации каких-то новых проектов, либо продолжения старых проектов. Да. Действуйте, чем больше вы внедрите, пока на небе еще есть соединение Юпитера и Урана, это соединение, когда вы очень долго над чем-то работаете, трудитесь, и это дает какой-то результат, вы внедряете нечто новое, да, с каким-то другим смыслом, и оно проходит, и оно взлетает, и оно дает эффект. Поэтому действуйте до конца мая, еще это соединение у нас работает, периодически к нему будут подкатывать различные планеты. Вот на новолуние туда Солнце и Луна подошли, поэтому здесь прекрасно внедряйте. Что захотели, душой захотелось, давно хотелось, оно получится. Главное здесь не бояться и не стесняться. Вторая неделя мая прекрасная для работы, уже сказала. Третья неделя мая у нас на небе Меркурий в Тельце в квадратуре с Плутоном, который ретрограден. Чем хорош этот аспект, чем он будет мешать? И, наверное, единственный минус, я скажу, что здесь необходима больше концентрация за рулем. Аспект этот продлится у нас с 15 по 21 мая. И это, пожалуй, единственный такой момент. Не считая, ребята, у кого в натальных картах и персональных транзитах этот аспект попадает в какой-то другой дом, свой персональный, у кого-то будет влиять на работу напрямую, у кого-то будет влиять на личную жизнь, у кого-то будет влиять на здоровье. Здесь все зависит от личного времени рождения, поэтому если у вас есть вопросики на эту неделю, оставляйте в комментариях, но, ребят, для того, чтобы мне четко ответить, нужна дата, время и место вашего рождения. Ну и, собственно, сам вопрос задавайте, спрашивайте. Чем же хорош этот аспект Плутона с Меркурием? В квадратуре именно, да, этот аспект для того, чтобы поглощать знания. Да, Меркурий в Тельце, он продуктивный, он не схватывает быстро, легко и ловко на лету, да, как это делают воздушный Меркурий, но это тот аспект, который, вот если вам нужно что-то выучить, сдать экзамен, получить какие-то знания для того, чтобы они у вас сохранились на века,
да, хорошо, четко в них разобраться, это идеальный аспект. Меркурий — это та планета из всех, которые у нас есть, которая любит напряжение, потому что, ну, так сложилось, что мы, как правило, не ценим знания, которые дались нам в легкости, да, мы же не ценим анекдоты, которые у нас в одно ухо влетели и вылетели, да, а те знания, которые заставляют нас трудиться, мы их помним и ценим. И вот этот аспект как раз-таки хорош для учебы, хорош для сдачи экзаменов, хорош для переаттестации, для повышения квалификации. Особенно если вы не могли что-то очень долго сдать, сделать с документами, разобраться, прекрасно для этого аспект. Действует именно в этот период с 15 по 21 мая. Здесь планеты вам будут только помогать. Что касается последней финальной недели, 23 мая у нас полнолуние в Стрельце. Конечно же, здесь захочется доказать всем, что я прав. Классный аспект, день для поездок, путешествий, для заграничных переговоров, установления связи. Вообще, в принципе, хороший день по аспектам. Плюс-минус несколько дней отлично для реализации все, что связано и со Стрельцом, и с Близнецами. Солнце уже, кстати, будет в Близнецах, поэтому уже энергия будет не такая продуктивная, энергия уже будет такая разъездная, движниковая и более, я бы так сказала, не настроенная на продуктивное выполнение своих планов. Уже захочется как-то вот распыляться, быть здесь, быть там, погулять. Поэтому здесь прекрасно понимаете это. Прекрасное время для поездок, для путешествий, еще раз повторюсь, для установления связи, контактов, в принципе, заграничных поездок и просто поездок по стране, куда-то уехать, увидеть своих близких, родственников, друзей. Хорошее, в принципе, тусовочное время, как и хорошее время для, в принципе, для учебы, для обучения, для будущего в том числе. Последняя неделя мая будет не такой продуктивной, как первые 3. Поэтому здесь стройте свои планы и корректируйте. Единственное, что скажу, что в любовной сфере первую неделю мая до новолуния все-таки будьте аккуратными, потому что вот разворот Плутона, его такая мощная энергия, квадратура с Венерой, захочется все-таки напылить, поругаться, проявить внутреннюю власть, не договориться и проще типа разойтись. Ребята, запаситесь терпением. Решайте любовные вопросы. После, как я люблю говорить, этого сложного периода придет новолуние, и сядьте, поговорите за столом переговоров для того, чтобы все было хорошо. Ребята, вот такой месяц ждет нас с вами. Я не скажу, что он какой-то плохой, я не скажу, что он какой-то прям вялый. Конечно же, по сравнению с апрелем он не будет такой устрашающий, динамичный, в нем не будет столько силы, столько мощи, столько злости, да? Не будет столько фатального и тому подобное. Для вас вообще, дорогие львы, вы будете хорошо до конца года проходить все кармические вопросики, да? Каждый лев, естественно, по-своему, кто-то уже проходит, да, те, кто родился в конце львовского периода, да, то есть вы уже большую часть таких прошли, я надеюсь, решили, это были благоприятные периоды. И те события, которые с вами случились до настоящего момента, они на самом деле вам идут в плюс. Хоть сейчас вы, возможно, не цените этого и думаете, что все было очень плохо. Но, ребята, до конца года у нас с вами 12 января кармические узлы меняют знак. И до этого момента для вас вот те львы, кто родился первая декада и половинку второй декады, да, вот вы как раз-таки будете проходить тоже свои вопросики, связанные с кармическими задачами. И вот то, как вы решите их, я надеюсь, вы все-таки решите с мудростью, с благородством, прям по-львовски и красиво. Все события, которые будут случаться с вами, они вам нужны для того, чтобы очень классно реализоваться дальше.
Еще раз говорю, ребят, месяц хорош как для работы, как и просто отдохнуть. Но все же, пока на небе есть еще соединение Юпитера с Ураном, это хороший момент для взлета, для активности, для проявления себя, для запуска каких-то своих проектов, задач, для устройства на новую работу в том числе, для того, чтобы что-то в своей жизни поменять в плюс. Летом такой силы и таких приятных аспектов не будет, и лето будет такое, я бы сказала, шатковалкой. Для того, чтобы что-то реализовать, нужно будет очень много силы приложить. Поэтому, ребят, внедряйте все в мае, все, что вам хочется. Если у вас остались вопросы, задавайте, спрашивайте. Самых отважных жду на консультацию. Ну и спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Стараюсь для вас, надеюсь, что была полезна. По классике в конце видео актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. Но я желаю вам прекрасного, продуктивного месяца, чтобы вы реализовали все то, что вам хочется. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.